Привет, друзья, с вами Алекс, из Китая. Сегодня мы совершим вторую часть прогулки по сафари-парку в Гуанчжоу. Гуанчжоу является не только бизнес-центром КНР, но и весьма популярным городом среди туристов. В связи с этим его отельная база постоянно расширяется и пополняется новыми, ультрасовременными гостиницами. Иностранных туристов, как правило, селят в 5-звездочных или 4-звездочных отелях. Это объясняется тем, что в стране существует закон, запрещающий размещать иностранных граждан в некоторых 3-звездочных гостиницах. Если вы хотите сэкономить, то лучше выбирать 3-звездочную гостиничную сеть, известную в других странах. Уникальное место, которое стоит увидеть, это сафари-парк Чанглонг-Сянгцзян в Гуанчжоу. Это место специально построено для содержания животных различных пород. Сафари-парк копирует настоящую природу и показывает, как живут дикие животные. Ежегодно парк посещает более 10 миллионов туристов. Сафари-парк является одной из привлекательных мест для туристов со всего мира. Сафари-парк считается гордостью города Гуанчжоу. В парке живет белый медведь. Это единственный белый медведь, который живет на теплой территории. Во время строительства парка, для медведя была построена специальная система охлаждения, чтобы он чувствовал комфорт и мог спокойно существовать. Сафари-парк был построен в 1997 году. Общая площадь составляет 130 гектаров. Большая территория, которая отведена для существования множества представителей животного мира. По своей тематике это самый крупный парк в Азии. В парке обитают около 300 видов животных, более 10 тысяч особей. Для каждого жителя созданы идеальные условия жизни. В парке есть все необходимые для обитания и размножения животных. Учтены все мелкие нюансы. Каждый вид получает все необходимые, чтобы ощущать максимальный комфорт. Это и есть одна из особенностей сафари-парка. На территории парка проходит около 7 видов представлений. Популярным шоу считается выступление слонов и тигров. Тут можно встретить животных редких пород, белый лев и белый тигр, черная антилопа и таиландский аллигатор. Данные породы относятся к исчезающему виду, поэтому сотрудники парка бдительно следят за их жизнью и максимально стараются сделать все, чтобы животные размножались и сохранили породу. Специально для панд был построен новый ледяной вольер, там есть вентиляторы, которые помогают животным легко переживать высокую температуру в летнее время. Известно, что панды любят прохладную температуру. После того, как мишки переехали в новый вольер, в интернете появились видео, на которых видно, что животным нравится их новый дом. Панды – это гордость сафари-парка. Люди постарались искусственно воссоздать для них природную среду, в которой они привыкли жить. Уникальность сафари-парка в том, что посетители могут наблюдать за жизнью животных из открытого экскурсионного автобуса. Он катает гостей по парку, весь естественный образ жизни диких зверей как на ладони. Людям разрешается кормить животных, сделать яркие фотографии. Итак, друзья, внимание! Хочешь со мной в путешествии, участвуй в розыгрыше «Быть попутчиком» в следующую поездку. Что нужно сделать? Первое, посмотри до конца это видео и поставь лайк. Второе, в комментариях к видео на YouTube коротко расскажи, что тебе понравилось в этом выпуске. Третье, подпишись на мой канал на YouTube, если еще не сделал это. Важно. Счастливчиков будет 2, каждый из них получит по одному авиабилету в одну из стран Юго-Восточной Азии с вылетом из столицы.
Поделись этим видео через социальные сети, чтобы набрать 200 тысяч просмотров. Только после этого количества будут определяться победители. Победители будут определены при помощи рандом. Результаты будут опубликованы в комментариях под видео на YouTube. Пусть удовольствие от дороги будет сильнее усталости. Хороших вам попутчиков, друзья!